Мне 39 лет, и знаете, вокруг все почему-то говорят, что вот-вот, и придет кризис среднего возраста, и мне как-то не по себе становится по этому поводу. И главный страх не в том, что мне скоро 40 лет, а главный страх в том, что каким будет мое так называемое хобби, когда меня переклинит. У меня есть знакомый, хорошая семья, дети, жена красавица. И вот он к 40 годам вдруг решил прикупить себе квадроцикл. Он не рыбак, у него там нету дачи, никакого хозяйства, не охотник. Просто так, покататься по полям. Ну и недолго у него все это происходило. Как-то он по синей волне впечатался в дерево на этом квадроцикле. И потом где-то полгода лежал в больнице со спицами в лице. То есть прошло время, вроде остепенился, продал этот квадрик. Потом в последующем набрал кредитов, бросил жену с детьми, уже, можно сказать, взрослыми детьми. И свалил в Таиланд жить на постоянное место жительства. Что у человека в голове, я не понимаю. Как можно бросить свою семью и укатить ради себя любимого в какую-то теплую страну. Еще пример у меня есть. У меня есть старший брат, ему сейчас 43 года. Он у меня был эталоном мужественности, не знаю, суровости и всех таких вещей. Ну, высокий, то есть такой крупный мужик с прической там по 3 миллиметра практичной. И в какой-то момент, буквально в течение года, он превратился в того самого мужика, который начал ходить по барбершопам, отрастил волосы, красит волосы каким-то тоником, красит бороду тем же тоником. Не дай бог, чтобы у него седина появилась. Тут недавно заезжал, купил iPhone 17 Pro Max в кредит на 5 лет. И как-то мне страшно становится от всех этих вещей. Я не пойму, зачем создавать вот этот дешевый фасад, если ты внутри остался тем же самым мужиком, с теми самыми проблемами. У меня есть еще третий пример. Это мой лучший друг. Ну, я вам про него рассказывал в предыдущей серии, который крестный моего старшего сына. То есть он женился чуть позже меня. Женился на девушке, она была с ребенком. То есть время прошло, они завели своего. И вот в данный момент ему столько же лет, сколько и мне. И они начали путешествовать. Ну, путешествовать там по России. И мне как-то становится не по себе, потому что они в свои путешествия не берут детей. Они путешествуют вдвоем. То есть я при первой же возможности, при малейшей, чтобы показать своим детям что-то другое, помимо нашего города, даже нашей страны, при малейшей возможности сгребаю в охапку всю свою семью, и мы едем отдыхать. Если у тебя есть возможность показать детям что-то другое, почему этим не воспользоваться? Вдруг у наших детей у самих не будет возможности куда-то съездить, попутешествовать, либо отдохнуть. И вот сижу я за рулем и думаю, что у меня уже, надеюсь, последнее хобби моих 40 лет, появилось. Это вот наговаривать свои мысли вам в YouTube и делиться ими. Надеюсь, больше у меня в голове ничего не клинанет, и я буду жить спокойно и добиваться чего-то. Уж лучше пусть я буду выплескивать сюда свои эмоции и вам все рассказывать, свои какие-то истории, чем я буду
набирать кредитов, уезжать в другую страну, не знаю, красить бороду, либо сбегать в отпуске от своих детей. Делитесь в комментариях, у кого как произошел этот сдвиг по фазе, кого как настиг и когда этот кризис 40 лет. Всем всего доброго, удачи. Пока-пока.